Я приветствую вас из столицы Новой Шотландии, города Галифакса. Этот портовый город на берегу Атлантики – настоящая жемчужина Восточной Канады. Здесь сочетаются морской шарм, британское наследие и богатая история, ведь Галифакс был основан в 1749 году как военный форпост Британской империи. Сегодня мы посетим два известных места Галифакса – живописную бухту Пеггис Коув и одно из самых трогательных мест, где покоятся жертвы Титаника. Ну что, сойдем на берег? Нас уже ждет экскурсионный автобус. Поехали! Название этой провинции произносится как Нова Скоша. В переводе с латыни это значит «Новая Шотландия». Галифакс сыграл печально знаменитую, но очень важную роль в истории Титаника. Когда 15 апреля 1912 года в холодных водах Атлантики затонул Титаник, мир потрясла масштабная трагедия. Более 1500 человек погибли. И хотя выживших спасало британское судно «Карпатия», именно Галифакс стал центром приема и захоронения тел погибших. Этот портовый город оказался наиболее близким к крупным населенным пунктам к месту катастрофы. Поэтому сюда доставили тела 209 человек. Идентифицированные тела забирали родственники и перевозили домой, а 150 человек, чьи тела не были опознаны или не были востребованы, были похоронены в Галифаксе на 3 кладбищах по конфессиональному признаку. Мы приехали на кладбище Fairview Lawn. Именно здесь находится самое большое захоронение жертв Титаника – 121 могила, в основном англикан и протестантов. Еще 19 погибших католиков были погребены отдельно на католическом кладбище, а 10 человек еврейского происхождения нашли свое последнее пристанище на еврейском кладбище. Так в Галифаксе умерших старались хоронить с уважением к их религии и традициям. Наш гид рассказывает об истории захоронений и показывает фотографии тех, кого удалось опознать со временем. Мы стоим у памятника, на котором написано «Неизвестный ребенок». Лишь в 1998 году, благодаря анализу ДНК, установили, что здесь похоронен 18-месячный мальчик по имени Сидней Лесли Гудвин. Его родители тоже погибли в этой трагедии. Этот памятник оплатили капитан и команда судна Маккей Беннет, которая участвовала в поиске тел после катастрофы. В 2003 году были найдены его родственники, и они приехали из Южной Америки, чтобы почтить память мальчика. Каждое надгробие принадлежит одному человеку или семье. Некоторые семьи не смогли себе позволить забрать тела, они были похоронены здесь, а другие просто не были востребованы. Они постарались создать форму корабля. Большая группа, 72 человека, автобус двухэтажный. Это наш гид в килте. Посетив одну из главных достопримечательностей Галифакса, мы направляемся к не менее известному месту – очаровательной рыбацкой деревне на берегу Атлантики – Пеггис Коув. Дорога туда проходит вдоль живописного залива Святой Маргариты. Центр города Галифакса до Пеггис Коув 43 километра. Но дорога была очень живописной, время пролетело быстро. Гид сказал, что нам
Обычно 5-6 лайнеров, круизных лайнеров в порту. Сегодня только один, и поэтому там не должно быть очень многолюдно. Посмотрим. Мы проезжаем мимо барельефа, посвященного рыбакам, их семьям и всем жителям прибрежных деревень, чья жизнь тесно связана с океаном. Его создал местный скульптор и художник Уильям Дегард в знак уважения к тем, кто всю жизнь трудился на море, защищал свою общину и передавал морские традиции. Скульптура вырезана прямо в гранитной скале рядом с домом и мастерской художника. На барельефе изображены рыбаки, их жены и дети, кто провожает их в море. Отсюда видна и символическая фигура ангела, оберегающего людей моря. Эта рыбацкая деревня была основана в 1811 году, и по сей день здесь живет всего около 40 человек. Большинство из них потомки тех самых рыбацких семей, которые обосновались здесь еще 2 века назад. Пеггис Коув переводится как «бухта Пегги». Существует несколько версий происхождения названия. Первая – это легенда о девушке по имени Маргарет, которая выжила после кораблекрушения и осталась жить в этой деревне. Вторая, более прозаичная версия. Деревня названа в честь Сент-Маргаретс-Бэй, рядом с которым она расположена. В английском языке Пегги – это традиционная краткая форма от Маргарет. Первое, что притягивает взгляд в Пеггис Коув, это маяк Пеггис Пойнт Лайтхаус, символ деревни и один из самых фотографируемых маяков в Канаде. Он возвышается прямо на гранитной скале. Белая бетонная башня была построена в 1915 году и с тех пор служит автоматизированным навигационным объектом. Высота маяка около 15 метров. Подходить вот к этим черным камням нельзя, они мокрые и скользкие, это очень опасно. Было несколько несчастных случаев. Музыкант играет на альпийском роге, традиционном духовом инструменте пастухов в Альпах. Им пользовались, чтобы перекликаться через горы и созывать стада. Рядом он поставил маленькие фигурки коров, а в ручейке разместил плот с коровой и 2 флагами – швейцарским и канадским. Такое молчаливое объяснение, откуда он приехал и с чем связан этот необычный инструмент. Сегодня альпийский рок можно услышать в самых неожиданных местах. Он добрался даже до скал Новой Шотландии. Вон мужчина на волынке играет. Волынщик, да, называется? Мы сейчас ходим по гранитной скале. Павлик, как будто мы в Шотландии оказались. Помнишь?
Ресторан и сувенирный магазин. Давай я иду. Там тоже сувенирный магазин. Через 4 минуты отходит наш автобус. Я побежала. Такой огромный у нас автобус. Мой муж тоже не маленький. Насладившись красивыми видами бухты Пегис и сделав множество фотографий, мы возвращаемся в Галифакс. Многие дома построены в викторианском и григорианском стилях. Не хотят это сохранить. Старинные дома не разрешают разрушать. Здесь самая дорогая недвижимость в Галифаксе, вот в этом районе. Уютный, симпатичный такой район. Подъезжаем к порту, и отсюда уже виден наш круизный лайнер Majestic Princess. Это пирс, он знаменитый, потому что сюда приезжали первые мигранты из Шотландии, Ирландии, Англии, из Восточной Европы. Вот памятник женщине. Там находится музей. Вот такой вагон старинный. Такую музыку мы заходим на борт нашего лайнера. Отплываем. Наше путешествие по
Канаде продолжается. И завтра мы будем в Сиднее. Наш лайнер обошел вокруг острова Джорджес. Он расположен почти в центре входа в гавань, напротив городской набережной. Когда-то остров был важной частью обороны Галифакса. Отсюда видны укрепления форта и маяк. Сейчас остров является национальным историческим объектом Канады и открыт для посещения в теплое время года. Также виден Макдоналд-бридж. Он соединяет Галифакс и Дармут через гавань. Мост был открыт в 1955 году. Какой красивый вид! Маленький остров с бастионами, с маяком. На фоне современного Галифакса. Там дали мост. А здесь уже грузовой порт с контейнерами. Этим гудком наш лайнер попрощался с Галифаксом. Но он продолжается, прощание продолжается. Мы уже отплыли от Галифакса, и вот за нами следует этот маленький катер. И пока нас лоцман не выведет из фарватера, он будет за нами плыть. И лоцман сейчас находится на борту нашего корабля рядом с капитаном. Я не знаю, доверил ли капитан ему штурвал или нет. Это секрет фирмы. Но вот как только мы выйдем из фарватера, лоцман поплывет назад в город, назад в порт. Все, лоцман пересел, прощается, вывел нас с фарватера и поплыл назад. А наше путешествие по Канаде продолжается, и мы направляемся в Сидней. До новых встреч!